14 октября, 5:58 утра, палатку собрал. Какой-то парк непонятный, кривой весь, не ухоженный. Ну, это, наверное, хорошо, что не ухоженный. Когда там все пострижено, вылизано, причесано, ну, даже как-то это... И непонятно, где можно палатку ставить, а где нельзя. А когда такое вот все дикое, заброшенное, ну так тут уж точно никто против не будет. Я еще у деда спросил вчера, тут с собакой дед гулял, что он думает об этом. Все это. Не знаю, говорит, я не против. Мне нормально. Вот. По крайней мере, до утра. Ну, а мне только до утра и надо. Подошли бабкой поинтересоваться, кто я такой, откуда. Рассказал. Пошли уже там у себя обсуждают новость дня. Тут хоть какое-то развлечение, а то каждый день одно и то же. А я тут хоккайдовскую сгущенку купил. Ну, вполне похоже на сгущенку нормальную. Особо и не отличается от нашей. Вот, завтракаю, чаек. Клуб собаководов. Занялся чисткой, смазкой цепи. Поднастроил переключатели, чтобы лучше переключались, а то там были некоторые вопросы. Ну, вроде более-менее это. Там он у меня телефон заряжается. Солнечную палатку, панель разложил. Все. Погода хорошая пока. А вон лисички. Куда монетку кидать? Обычно тут такая штучка есть, куда монетку кидать. О. Только подошел, так они сразу все сюда собрались. Ручные. Идите сюда. О, тебя за ушком почесать. О, смотрите, нравится ей, да? Прикольно. Вот. Это тут этот синтоистский инаревский храмчик. А тут вот еще и буддийский по соседству. Ну, это часто. Дружат они. О, посмотрим. Вот такой солидный. Ворота вон отстроили. Ого! Вот эти ребята на входе. Они называются Конго Рикиши. Или еще Нио. Хранители, которые стоят на входе в буддийские храмы и защищают от проникновения злых духов. Эти собаки, как они там называются, я забыл. Кома-ину они называются. Здесь рукомойка, как обычно, с дракончиком. Эти собаки на входе, кто они? Я вот не знаю. И с этой стороны. Как вот у Инари, только это же буддисты. У них лисы, а тут какие-то
собаки. Что-то я не обращал внимания раньше. Ну, ладно. О, подошел, свет включился. И водичка сразу полилась. Красота. Одноэтажная пагода. Все-таки я поднялся. Там вход. Оттуда. У кого-то под домом даже такое стоит. Я, конечно, не разбираюсь, но это интересно. Морган. Что-то там. Погуглил. Это Morgan Plus 4. Спорткар британской компании Morgan Motor Company. Выпускался с 1950 года аж до 2020 с некоторыми перерывами. Выпущено 4500 штук. Пошарить в тачках. Короче, можете посмотреть. Маленько покатался по Токио. Обратил внимание по моим наблюдениям. Ну вот такой город, как в нашем понимании. Широкие улицы, высокие дома, вот это все многоэтажные. Ну, а если отвернуть куда-нибудь в переулочки, посмотрим. Ну вот, отвернул от центральных улиц куда-нибудь, особенно подальше от центра. И все. И вот такое здесь все. Узенькие тропиночки. Лабиринт просто. Маленькие домики. Апато, так называемые вроде. Это у них называется. Такие домики. От слова апартмент. Можно блуждать бесконечно. В тупик еще зайти легко. Вот. Такой второй типичный вид. Вот зачем им в Токио такой зверь? Куда они на нем ездят? Это в горы надо ехать. Вот я понимаю, вот это для Токио. Тут, если у кого частный дом, тоже такое можно поставить, если парковка позволяет. Все плотненько-плотненько. Вот и дальше, если ехать таким вот этим лабиринтом застройки мелкой, узкой, потом так раз, и внезапно появляется вот что-то такое. Вот все то же самое, но тут уже не просто жилые дома, а в основном заведения, магазинчики, кафешки, ресторанчики, как это у них правильно называется. А это вот обычно как раз возле железнодорожных станций. Такое я заметил. Где какой-то транспортный узел, типа ЖД-станции в городе. Так сразу вот такое. Едешь, так, увидел вот это. Тут где-то ЖД-станция рядом.
Еще одна туристическая достопримечательность — Токио Тава. Ну, что там, высота у нее 332 метра 90 сантиметров. Да, не дотянули до 333. Ну вот. Ну, опять туристическое место. Там внутри вообще толпы. Там, да ну нафиг. Там это две смотровые площадки. Одна на высоте что-то 150 метров, вторая вроде 250. За первую хотят, если я правильно помню, 1500 йен, за вторую 3,5. Ну вот, как-то так. Вот это вот большая первая, а там наверху идет вторая еще. Ну, я туда не пойду. Пойду лучше чая попью. Распаковка печенек, которыми меня пенсионеры в парке угостили вчера. Honey Waffle Cookie Каруизава. Какая-то вафельная печенька. Что у нас там? Действительно вафельная. Ну, нормальная вафелька. А это я не знаю что. Ну, тоже какая-то печенька. Что внутри? Какая-то начинка. Повидло, не повидло, что-то такое. Ну, так, нормально, да, неплохо. Все, обзор окончен. Сейчас покажу, как пользоваться платно, условно-бесплатной велопарковкой. Вон она блокируется, колесо, когда ставишь. Так просто не вынимается. Значит, идем. Велосипеды до 2 часов бесплатно. А дальше 150 йен за 4 часа. Не знаю, за каждые 4 часа. Как тут у них понять. Ну, в общем, какая разница. Набираем нужный номер. Нажимаем оранжевую кнопочку. И оно разблокировалось. 2 часа мы не стояли. А если бы стояли, пришлось бы монетку кинуть. Тогда бы нас отпустили тоже. Вот так вот. Даже на какой-то Астрофест попал. Тут солнце смотрят. У него солнечный фильтр под солнечные пятна, вот телескоп. А что он там, корону, протуберанцы показывает, короче. Вот это интересная штука. Фильтр какой-то хитрый стоит. Я уж точно не знаю какой. Не изучал я эту тему. Но интересно, такого я не видел. Ну, тут еще реклама, что-то какие-то. Там 3 дня. Вот сегодня это последний день, получается, это мероприятие у них. Телескопы показывают. А тут продают 60 или 70 миллиметров. Максутов бинокль. Сколько? 70 миллиметров. Ну да, ничего, не так. По цене как бы не сказал бы, что дорого. Ну и там всякие разные сувениры. Ну и все такое прочее. А там еще прикольный персонаж выступает. Персонаж Токийской башни. Ну да. Такое тоже. В общем, еще какая-то экзотика тут растет. Что таких раньше не видел. Вот отсюда лучше видно. Это клен такой японский, мелколиственный. Как он там называется правильно, я не знаю. А вон даже написано, кстати.
Ну, видно будет. О, видно. Ну, короче, кто прочитает, тот прочитает. А вот и это. Короче, вот. Какие тачки у них тут. Макларен. Наверное, тачка не из дешевых. Вот еще тачка в коллекцию. Или это была уже? Нет, не было. Вот, зашел в супермаркет. Тут по полцены уже такие штуки лежат. Хангаку. Надо брать. Это будет 647 стоит в базовой версии. Ну, а за половину, соответственно, половина. 320 что-то там. Ну, я возьму парочку. Блин, это самый упоротый торговый центр, который я когда-либо видел. Я вообще не понимаю, как они тут ориентируются. Все кривое, ничего прямого. Вообще, от чего плясать? Как тут не заблудиться? Куда идти? Откуда я пришел? Ничего не понимаю. Тут тупо навигатор надо. Какие-то двери. Чё, куда, откуда? Я пока нашел, блин, этот магазин. Дайсу я хотел заехать. Типа фикс прайса. Ну, и тут это... Ходил. 3 раза карту смотрел, пока его нашел. Где-то это надо еще... Это 2-й этаж. Там еще 1-й есть. 3-й. С разных сторон смотришь, и все разное. По-разному выглядит. Как-то вообще... Кто это придумал? Почувствую себя идиотом. О, это карта этого торгового центра. Ни одного прямого угла. 2-й этаж. Вон еще 3-й. Там все по-другому. Ну ладно, хоть на 1-м поменьше. Так еще парковку найти. Очень хорошо. В парковку я спустился. А дальше куда? Тут целая, блин, это... Какая-то подземный город. Капец. Ладно. Время есть, делать все равно нечего. Найдем. Ну вот, нашел наконец-то. Барахло на месте, тут как бы вырывать не принято. Это река Сумида, если я не ошибаюсь. Но она там как-то раздваивается. Это меньшая ее часть. Это уже она в залив впадает где-то здесь. Вон отсюда Токио Скай 3 видно. Я тут в микроволновке разогрел себе ужин. Пока он не остыл, надо его употребить. Вон туда по мосту надо переправиться, на ту сторону. Заходим. Оп. Так, жать надо что-нибудь. Погнали. Так, оно попроще, чем по ступенькам. Да и что по ступенькам? По ступенькам я не буду на велике. Если бы хотя бы уклончик был.
куда-то еду. Хрен его знает, куда я еду. Но это интересно. Блин, красиво тут. Вечером. Не знаю, как там днем, но вечером тут прикольно. И погода хорошая. О, блин, туда надо по-любому. Вон там, о, какой вид на мост. Так, все, где тут отворотка? Сейчас пойду смотреть. Так, вот отвороточка. Сейчас мы сюда. Что-нибудь тут даже будет видно. О, ну так это ж красиво. На велике не ездить, говорить. Сейчас буду, блин, пешком ходить, да? Мост. Что за мост? Как-нибудь называется? Это тот самый Радужный мост. Ну, тоже там одна из известных достопримечательностей таких. Вау, вау, вау.快点，快点！ Анкиро Гурай. Yeah, very big. Октября 2057. Я на острове, не знаю на каком, в Бахийском заливе. Куча тут островов, этих искусственных, квадратных. Ну, я думаю, что вот палаточку я здесь поставлю. Вроде тут спокойно. Тут уже тупик, сюда никто не пойдет. Но если и пойдет, пусть себе идут, куда им там надо. Там кораблик. Не помню, как называется. Я думаю, что здесь я и заночую. Неохота куда-то еще переться. Так, 15 октября, 6:53. Короче, вчера вечером на острове там пришел какой-то охранник. Сказал, что тут типа это нельзя тут палатку ставить. Поехал я на свое проверенное место на берег реки Аракава. А я тут уже останавливался. Самый первый день. А там пенсионеры опять зарядку утреннюю делают. Пойду посмотрю. Может, там те же самые даже есть. Знакомые, так сказать. Упс. Вон туда. Там большая поляна. А сколько ж их тут? Так, у нас
頑張ってましたね。そうですね。おはようございます。Ну, начали понемножку расходиться, а то даже сесть негде. Все скамейки заняты. У нас くださるのよ。なんで？おはようございます。あ、また来た。おはよう。よく来た。どこでホテルはどこ？ホテルどこ？ホテルはテントですね。テント、やっぱりテントだ。どこで？公園で。パークで。ここに。いやだ、すごいじゃん。なんかすごいサバイバルすごいですね。どこだっけ？もうじゃなくてどこからベラルーシ。ベラルーシだそう。ベラルーシだよ。ありがとうございます。また来たね。よし。また来るとは。全部公園で。ベラルーシからベラルーシなんか旅車で泊まるところに来てるじゃなくて。私は気をつけてな。ありがとう。Радио Тайсо. Вот их, когда они по утрам занимаются. Утренняя гимнастика. Помните, раньше были такие, по радио транслировали. А может и сейчас еще где-то есть. Вот типа того. Ну, а они тут в парке собираются. А сюда штампик ставят каждый день о пройденном мероприятии. Мне вот тоже выдали. 2 раза я посещал. Все как положено. Вот такая штука. Еду в парк на берегу залива. Дед сказал, что вон там хороший парк есть. Километров 5 до туда. Но вдоль реки здесь хорошо. Быстро. Не надо никаких перекрестков, светофоров. Тут еще и возвышенность такая. Здесь дамба такая защитная. Если цунами или наводнение, чтобы город защищать. Обзор хороший сверху. Не то, что когда по городу едешь, там ничего не видно, кроме так, магазинов каких-нибудь только если. На великах наваливают. Сейчас, наверное, время отлива. Малая вода. Река вон вся сошла. Ну как вся? Довольно далеко. Цапли ходят вон по колено. Копаются там, что-то собирают себе. Это река Аракава. Вон там где-то я ночевал. За теми мостами дальше. Вот там железнодорожный мост. И еще дальше там где-то я ночевал. А я туда поеду. Сейчас перееду через мост. И там уже море. Парк дед советовал. Ну посмотрим, что там за парк. А это дорога, прямо посреди реки. Тут река, и там река, но там побольше. А посередине дорога. Вверху автомобильная магистраль, а внизу вот даже что-то, наверное, можно и на велике ехать. И туда. И там перекрыто что-то. Ну туда зато, наверное, можно. Вроде открыто. Мужик сидит, что-то дежурит. Че он тут дежурит? Работа у них такая.
столько всяких коммуникаций транспортных. Черт ногу славит. Без карты, тут с картой-то ничего понять нельзя. Без карты вообще методом тыка только. Ну все, наконец. Спокойнее. И повыше. Будет обзорчик. И вдоль реки. Все как мы любим. Это мне нравится. Я говорил, вот там река и там река, а посередине дорога. Короче, это две реки разных. Они некоторое время идут параллельно, совсем рядом. А там между ними дорогу построили. А вот здесь они уже сходятся. Там Аракава, а здесь Нака. Или как она там называется? Накагава. Так. Вот здесь в этом парке, лесочке, или вот здесь хорошее место для палаточки. Тут уже все такое в лесу, в кустах. То, что надо. Возьму на заметку. Так. Это на велике, говорят, опять не ездить. А все ездят. Ну и я поеду. О, хорошее место, да. Здесь мне нравится. Вон там туалет бесплатный, конечно же. А это офис парка этого. Всякая информация, карты всевозможные, всякая инфа, коряга, не знаю зачем, наверное, надо. Здесь инфа по птичкам местным. Все есть. А что-то камнешарка, вот это я знаю, на Кольском такие водятся. Ясно. Это карта этих островов с 45 по 50. Да, это когда вот тогда, как оно выглядело, эта территория, а это как она теперь. Это типа все искусственно насыпали. Тогда было только вот это. Интересно. Ракушки, птички, моллюски, утка. Утка-цапля какая-то. Лодка деревянная. Ну вот, вон еще и детский сад привезли на экскурсию. Берег засыпан такими-то ракушками. О, что это вообще такое за структура? Ну и тут вот все, вот оно. Вот он, островок такой. Мостик на него ведет. Там уже конкретно море. Ну, тоже залив все-таки. Все-таки это Токийский залив. Еще не такое это и море, не такой это океан. А здесь вообще никого. Люди все там, недалеко от входа, тусуются. Рыбу ловят, там кто что. Такое ощущение, что на каком-то Кольском полуострове. Возле Кузамени. Давно тут так спокойно в Японии не было. Вон там, где-то в той стороне Ханеда аэропорт. Вон там
они садятся, взлетают, видно отсюда. На камеру не знаю, на эту он широкоугольную, видно ли. Так видно. Он летит. А что это показать? Давно меня не видели, да? Солнце светит в глаз. Автопортрет. Какой я там, сильно помятый? Или еще не очень? К обеду в парке народу побольше стало. Вечером, наверное, еще больше будет. Это еще день не выходной. Ну, выходной тут, наверное, совсем-то ступить негде. О, какую толпу детского сада привезли. Куда мне ехать, кто скажет? Навигатор скажет. Почему он ничего не говорит? Потому что надо нажать на кнопочку. О, это хорошо. Поехали. Нам туда. Вообще Майами. Еще один здоровенный спорткомплекс. Вообще огромный стадион. Интересно, там тоже можно душ на халяву найти? Я зайду. Посмотрим, что там есть интересного. Это какое-то... Я не знаю, что это. Это для теннисистов. А не, пойду лучше туда, где куча народу. Да, полезная штука вот эти спорткомплексы большие. Всякие разные стадионы, спортивные площадки, бассейны. Ну, они там в разных местах. В бассейн так просто не зайдешь. Там у них вот тут конкретно турникет стоит, билетик надо купить. А в этот обычный спортзал, где волейбол, теннис и такое прочее, раздевалка сразу слева. И все, и там душ, шкафчики, все культурненько. Зашел, помылся, а вон лучник идет. Я тоже там был. Надо сходить еще посмотреть, может даже сфотографировать разрешат.
заросли. Давно тут никто ничего не косил. Там где-то в траве еще какая-то тропинка. Только там не асфальт, а так, гравийка. А здесь тоже дорога автомобильная внизу. За дамбой, противонагонная дамба. От цунами, всяких разных штормов, наводнений. Ну, преимущественно от цунами, конечно, здесь. Шторм здесь вряд ли, а вот цунами очень даже может. О, чуваки на таких тачках за Ралтоном приезжают.